Кардамон– царица специй. Кардамон относится к одному семейству с имбирем, о которой, кстати, я рассказывал в этом ролике, но является уникальной специей с неповторимым ароматом. Кардамон широко используется в тибетской медицине, входит в состав многих травяных сборов. Кардамон называется царицей специй не зря, так как кардамон уравновешивает все три доши – ветер, желчь, слизь. Уменьшает слизь, согревает, успокаивает и расслабляет. В ближайшие 10 минут я расскажу вам о 8 полезных свойствах кардамона и о противопоказаниях. И, конечно, традиционно я расскажу один рецепт противовоспалительного чая с использованием кардамона. В состав кардамона входят 3% эфирных масел, фитостерины, растительные жиры, цинк, кальций, магний, железо, витамин В1, В2, В3 и витамин С. Благодаря эфирным маслам кардамон оказывает противомикробные и противовоспалительные действия на организм человека. Кардамон является очень полезной специей при хронических системных воспалительных процессах. Проще говоря, с точки зрения тибетской медицины, кардамон полезен тем людям, у кого накапливается много слизи в организме. Кардамон обладает очень хорошей антиоксидантной активностью. Антиоксидантная активность– это способность связывать реактивные соединения азота и кислорода, так называемые свободные радикалы. Свободные радикалы образуются в результате жизнедеятельности организма человека. Если они накапливаются в организме, то они вредны для всех внутренних биохимических процессов. Они повреждают сосуды, они начинают видоизменять клетки, и они накапливают слизь, которая вызывает системные хронические воспалительные процессы. И с возрастом естественная антиоксидантная активность нашего организма снижается. И когда мы применяем в питании такие специи, как кардамон, мы помогаем своему организму бороться со свободными радикалами. Так как кардамон обладает уравновешивающим свойством для всех трех дож, то, конечно, кардамон является очень хорошим средством для нашей нервной системы, успокаивает и питает ее. А аромат эфирных масел кардамона способствует к эмоциональному расслаблению и улучшает настроение. Также помогает справиться со стрессом, бодрит, повышает общий тонус. В справочниках тибетской медицины написано, что кардамон хорошо помогает при частых мочеиспусканиях и при хронических циститах, расслабляет гладкую мускулатуру. Цистит– это хронический воспалительный процесс мочевого пузыря, который чаще всего встречается у женщин в возрасте, так как происходит незначительное опущение органов малого таза или накапливается взвесь в мочевом пузыре, выходя, царапает мочеточник и вызывает хронические воспалительные процессы. И в тибетской медицине говорится, что даже накопление излишней слизи в мочевыделительных каналах тоже может вызывать хронический цистит. Как все специи, которые входят в одно семейство с имбирем, кардамон восстанавливает огонь пищеварения и успокаивает аппетит. То есть улучшает синхронную работу желудка, поджелудочной железы и желчи. Пища, которую мы съедаем, долго не задерживается в пищеварительной системе, быстро проходит, и из-за этого наш организм много не берет. Кстати, про питание и образ жизни у меня есть онлайн-курс «Практика здоровья», где я рассказываю о важности правильного питания, питья воды, активности, эмоционального баланса. Все это вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в закрепленном первом комментарии или ниже в описании к этому ролику. Так как кардамон является специей, которая успокаивает ветер, то есть расслабляет и питает нервную систему, устраняет ватность в голове, расслабляя нервную систему, улучшает работу сосудов головного мозга, уменьшает метеозависимость и делает ум более ясным. Польза кардамона для сердца. В тибетской медицине есть такое понятие, как ваше сердце зажато в тиски. Это состояние, при котором сердце работает нормально, но окружающие ткани сердца очень сильно напряжена. Так как кардамон обладает хорошим расслабляющим действием для гладкой мускулатуры, кардамон высвобождает сердце от этих тисков и тем самым укрепляет сердечные мышцы, улучшает питание самого сердца. Есть люди, которые не могут пить кофе. Учащающее сердцебиение, повышает давление и приводит в какое-то такое тревожное состояние на короткое время. Вот они могут попробовать добавить кардамон в кофе, и кардамон снижает этот эффект кофе на нервную систему человека. Есть противопоказания. Их немного, но важно о них сказать. В тибетской медицине о кардамоне говорится о том, что его нельзя употреблять беременным женщинам, так как одно из названий кардамона на санскрите переводится как «враг зародыша». Кардамон нельзя употреблять детям до 3 лет,
так как у них формируется кишечная микрофлора. Когда формируется кишечная микрофлора, вообще разные специи нельзя есть. Также нельзя употреблять кардамон людям с язвенной болезнью желудка, двенадцатиперстного кишечника на стадии обострения. Ну и, конечно, принимая разные специи, смотрите на то, как реагирует ваш организм. Если есть индивидуальная непереносимость, то нельзя эти специи вам применять. Ну и, конечно, аллергические реакции. За этим нужно просто следить. Итак, как я уже обещал, рассказываю рецепт противовоспалительного чая с использованием кардамона. Берете 2 гвоздики, имея в виду специи, 1/3 чайной ложки молотого кардамона, 1/3 чайной ложки молотой куркумы, 1/3 чайной ложки молотого имбиря. Все это добавляете в пол-литра воды 500 мл, доводите до кипения и кипятите 3-5 минут на слабом огне. Потом пьете, можете добавить туда лимон, мед и можно такой отвар или чай пить 2-3 раза в день. И такой чай очень хорошо пить при простудных заболеваниях или когда все вокруг болеют, а вы не хотите болеть, просто как защитный, иммуностимулирующий такой бодрящий, согревающий чай. Как выбрать кардамон? Такие вопросы вы очень часто задаете и говорите о том, что очень много подделок на рынке. Поэтому мы организовали через свои проверенные каналы поставку этих специй. Кстати, эти специи употребляю я лично сам. И теперь эти специи вы можете найти у нас в онлайн-магазине, ссылка в описании. И я очень рад, что мы смогли организовать все это для вас. Спасибо, будьте здоровы!